Здравствуйте, друзья! Это канал «Пластмассовый енот». Канал о ТПА и не только. В этом выпуске мы в гостях у компании Starline и поговорим о том, как делаются и как используются захваты для роботов. Но прежде чем мы поговорим о захватах, пожалуйста, от вас, как обычно, 3 простых действия. Поставить лайк видео, подписаться на канал и пишите в комментариях, используете ли вы захваты, где вы их покупаете и вообще используете ли вы роботов в своем производстве. Коллеги, да, насчет захватов, по поводу их изготовления. То есть роботы, да, а у робота есть определенная грузоподъемность. Там 5 килограмм, 10-16 килограмм. И, соответственно, под общую массу изделия плюс захват, да, мы должны всю в эту массу уложиться. Соответственно, мы делаем выбор, как мы будем в дальнейшем работать с нашими захватами. То есть разрабатываем эту архитектуру и концепцию. Для себя мы приняли какое решение. Мы выбрали быстросменные фланцы. Но этот производитель, не знаю, можно достать его или нет, да, вот, поставки его из Европы. Это сторона робота. Это сторона робота, это сторона захвата. Здесь есть определенное положение, да, в котором они у нас стыкуются, потом поворачивается вот это кольцо и происходит фиксация захватного приспособления. То есть мы берем, ставим на робота, устанавливаем сюда фитинги, прикручиваем и назначаем, определяем, какой из контуров каналов будет у нас под воздух, какой будет под вакуум. Все это стандартизовано на всех машинах будет. Поэтому мы будем брать захват с любой машины, ставить ее на другую, и все будет одинаково. То есть у вас, получается, захваты, они универсальные, можно в любого робота поставить? Совершенно верно. Просто если грузоподъемность позволяет. Если грузоподъемность позволяет, если, соответственно, прописана программа. Да? То есть вот эта сторона захвата, здесь такая же ситуация. То есть мы сюда же прикручиваем фитинги. И здесь мы уже понимаем, что где у нас воздух, да, где у нас вакуум. Данный конструктор позволяет быстро собрать. То есть есть такой профиль, мы его сюда устанавливаем, берем специальные скобы, производим монтаж, сборку и собираем нужную нам пространственную раму. То есть, допустим, вот как вот на данном образце, такая вот пространственная рама. Все собирается. Следующим шагом мы уже сюда устанавливаем какие-то исполнительные механизмы. Да, то есть в данном случае здесь у нас есть плунжер, который позволяет нивелировать нам подход. То есть мы подходим к пресс-форме, упираемся в изделие, и плунжера сжимаются. И потом, соответственно, данные плунжера позволяют нам, когда вакуум включен, срабатывают выталкиватели, также они толкают немножко наши плунжера, и робот отходит и увлекает за собой, да, с помощью вакуума изделия. Здесь вот представлено многообразие всяких плунжеров, присосок, там, вот, инжекторы и так далее. Все это доступно сейчас из Китая. То есть, к примеру, вот сейчас мы решили попробовать вот такие вот плунжера. Вот они полностью из Китая, с Алиэкспресс. Вот. И здесь, например, это какой-то европейский, да, аналог. Изначально мы на нем работали. Здесь удобство в том, что собираешь, здесь резьба М5, прикручивается фитинг, сюда прикручивается присоска. Все красиво. Да, плунжер готов. Здесь можно сказать, даже немножко попрогрессивнее. Почему? Потому что здесь не нужен отдельный фитинг для присоски. Все это собирается вот так. Здесь не нужен отдельный фитинг для трубки. Здесь немножко подогреть, и, надеюсь, все будет зафиксировано.
Вот эти захваты, они хранятся для каждой формы или они собираются? Каждый раз разбираются и собираются? Естественно, для каждой формы. То есть собирается для каждой формы. И вот есть, даже нам везет некоторые универсальные захваты, когда один захват подходит на несколько форм. Вот это удобно, не нужно делать переналадку. Устанавливаются различные здесь исполнительные механизмы. Это могут быть параллельные захваты, да, то есть параллельный цилиндр, когда идет параллельное движение губок. Может такой вот как бы угловой захват, да, как крокодил для литника. Здесь это идет разжим, то есть если подать сюда воздух, камера вот эта резиновая, она разожмется, раздувается. Это для того, чтобы брать какие-то поднутрения кольцевые, изнутри можно будет взять. Вот. Соответственно, изначально какие-то крепежные элементы, все они, если по каталогу заказывать, они металлические. Вот. Но мы используем активно 3D-печать. Так как наши изделия и захваты они не высокогрузоподъемные, да, то мы можем спокойно применить 3D-печать и сделать аналог, который будет функционировать так же, как металлический. Даже в некоторых случаях, не у всех, конечно, тоже бывают какие-то ошибки, коллизии, да. Если робот, произойдет какое-то столкновение, оно просто легко сломается. А здесь, может повредить, получается, пресс-форму. Вот. Один из примеров тоже активного применения 3D-печати, это вот такое вот захватное приспособление. Здесь у нас 16 изделий, и на изделиях есть неровная плоскость. И плюс еще на изделии происходит усадка. Соответственно, четко просто взять и штатно сделать отверстие, установить и отцентроваться не получится. Поэтому здесь сделаны специальные фланцевые, эксцентриковые фиксаторы, которые позволяют отцентровать отдельно каждый плунжер. И применение 3D-печати позволило это сделать очень быстро и достаточно дешево. Соответственно, 3D-печать – это намного пластик легче, чем изготовление деталей из металла. И сколько сейчас занимает изготовление захвата, допустим, для новой формы? В течение пары-тройки дней вам? Я не могу даже вам ответить, потому что у нас вот этот набор конструктора есть, и наладчик за рабочую смену, получается, вешает пресс-форму новую и подсобирает уже какой-то захват. Если не надо ничего печатать на 3D-принтере, то прям какие-то часы это занимает. Совершенно верно. Уже запчасти они напечатаны, и если есть какой-то сложный проект, когда нужно делать сложное извлечение из пресс-формы, то с конструктором пресс-формы садимся и рассматриваем, какие у нас есть ограничения. Да, то есть какие есть возможности, какие ограничения. Соответственно, пресс-форма тоже, в нее вносится какая-то корректировка. Вот то, что мы можем снять роботом или нет. Также есть дополнительные еще приспособления для постобработки. Да, в примере со стеклом, да, у нас происходит отрезание с помощью пневматических кусачек литника. Здесь вот просто пример, да, тоже можно установить где-то отдельно на какую-то раму и роботом подвести изделие, произвести постобработку изделия. Это вы постоянно храните какой-то набор часто используемых элементов для захватов, да, чтобы потом можно было оперативно собрать. Совершенно верно, да. Когда приходят давальцы, да, с контрактным там литьем, они приносят свою оснастку или вы делаете под них захваты? По опыту все приходят просто с формой. И форма сначала просто адаптируется к нашим станкам, потому что монтажная сетка разная. Вот, адаптируется, соответственно, сопло по радиусу прилегания к литниковой втулке. Вот, и уже захват мы делаем самостоятельно. Потому что вопрос, опять же, да, грузоподъемность. Может быть, тот захват был на робота, а наш робот просто не поднимет этот захват, к примеру. С вами был пластмассовый енот, канал о ТПА и не только. Большое спасибо, Андрей, за познавательный рассказ о захватах для роботов. Да, пожалуйста. До новых встреч. И главное, помните, профессионалами не рождаются, профессионалами становятся.